Друзья, вот мы с вами добрались уже до шестой чакры. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, сегодня будет много интересного. Итак, шестая чакра Аджна. Другие ее названия в переводе с санскрита «точка между бровями» или чакра третьего глаза или лобная чакра. Значение данной чакры – воспринимать, управлять, господствовать, командовать, а также видение и интуиция. Элемент или стихия данной чакры – это очень важно – свет. Право самостоятельно и свободно мыслить, а также принимать решения и ясно видеть. Основной цвет ее синий, но по некоторым данным фиолетовый. Какую же функцию выполняет шестая чакра? Ее назначение – восприимчивость к свету, а также интеллектуальная восприимчивость и контроль всех чакр, которые находятся ниже, то есть с первой по пятую. Ясное мышление и интуиция также про аджну. Аджна, по сути своей, создает будущее своим образом мышления. Верхние чакры уже имеют совсем другую структуру, а потому глобально у них гораздо более тонкое значение. Располагается шестая чакра в области лба, а именно это область между бровей немножко выше и затрагивает затылок. Так как мы с вами часто разговариваем на тему карты здоровья в матрице судьбы, шестой чакре в теле соответствует сонное сплетение, вы видите его на картинке, а также гипофиз и эпифиз, глаза и зрение, нервная система, носовые пазухи и обоняние. Уши и слух относятся к пятой чакре, как уже известно, а к шестой лишь частично, как обработка услышанного. Также сюда относятся гипоталамус, гормональная деятельность, части мозга и память, то есть физическое содержание головы внутри, а также верхняя челюсть. Физиологически главные управляющие, скажем так, точки в нашей голове на уровне аджны – это гипофиз и эпифиз. Вы видите их на картинке, они выделены жирненькими полосочками. Что такое гипофиз? Это главная железа, которая управляет всеми остальными. То есть это железа внутренней секреции, которая регулирует активность эндокринных желез, то есть управляет гормонами и, соответственно, влияет на деятельность органов человека. Эпифиз – это светочувствительный орган. Как вы помните, стихия данной чакры – это свет. На самом деле на нем очень многое завязано. И работа эпифиза для шестой чакры аджны очень важна. Также он отвечает за выработку мелатонина, что, соответственно, оказывает влияние и на сон, и отвечает за пигментные клетки. Ключевые значения на уровне шестой чакры аджны – это свет и цвет, глаза, зрение, видение, визуализация, воображение, память, мозг, интеллект, внимание, сознание, ясность ума, осознанность, интуиция и ясновидение. Все это относится к шестой чакре. Чаще всего, когда речь заходит о шестой чакре, вы могли слышать сразу об интуиции и ясновидении. На самом деле до этого нужно еще дойти, поэтому мы сегодня будем много обсуждать то, что до. Потому что на самом деле это очень важно, и без этого ясновидение, увы, не откроется. Ну а о чем конкретно идет речь, вы узнаете чуть позже. Итак, начнем со света. Что такое свет? Это, по сути, то, что позволяет нам видеть этот мир. Ученые всего мира стремятся познать эту великую тайну существования и устройства нашей Вселенной, а в первую очередь нашей Вселенной, которая осязаема, которая видима нашему глазу. Возможно, вы слышали философскую теорию о том, что наш мир – это лишь игра воображения. То есть наш мир состоит из световых волн, которые наш мозг определенным образом интерпретирует. Вы видите лишь то, что считывает ваш мозг. Это не значит, что перед вами на самом деле находится стол, стул, окно, зеркало, компьютер, еще что-то. Это лишь то, что отражается светом, попадает в ваши глаза, каким-то волшебным образом обрабатывается и передает вашему мозгу сигнал о том, что перед вами вот это, то, что вы видите. А дополняют всю эту картину запахи, вкусы, физические различные ощущения и все прочее. Это такая своеобразная 100D реальность. Чтобы вам было проще представить эту философскую теорию, представьте, что ваша душа одела очки виртуальной реальности. Точнее, я бы сказала, не очки, а целый костюм, который позволяет считывать максимум информации. То есть и свет, и вкусы, и запахи, и все прочее. Полное присутствие в определенной игре. И оно настолько кажется вам реальным, что вы даже не понимаете, что это не совсем реально.
Да, это лишь игра световых волн, но подкрепляется это все тем, что вы можете что-то потрогать, понюхать, еще каким-то образом ощутить. Когда я впервые услышала эту теорию, это буквально перевернуло мое сознание. И, конечно, сначала это воспринималось как нечто очень странное, потому что кажется нереальным, да? Впервые я услышала об этом от своего преподавателя по философии, Татьяна Ивановна Игнатенко, родом из Волгограда. Если вдруг, мало ли, вы смотрите это видео, я передаю вам большой-большой привет. И вот спустя годы, занимаясь эзотерикой, эта версия становится мне все ближе. Как, впрочем, и многим другим писателям, и исследователям, и философам, которые жили в нашем проявленном мире много сотен лет назад. Сознание состоит из нематериальной субстанции, которая не подчиняется законам физики. Рене Декарт. На самом деле все эти слова о той самой душе, которая одела костюм виртуальной реальности. Но вернемся к свету. Мы с вами улавливаем свет при помощи глаз. Эпифиз, напоминаю, светочувствительный орган. А также в нас существуют внутренние суточные ритмы, которые называются циркадными. И даже при отсутствии света они примерно понимают, когда наступает день, когда наступает ночь. И, вероятно, при помощи этих ритмов незрячие люди ориентируются в смене дня и ночи. Теперь давайте посмотрим на свет с эзотерической точки зрения. На данных картинках вы видите целый спектр цветов. Итак, представьте себе телевизор. Его экран темный. И как только вы втыкаете вилку в розетку, вы имеете возможность включить телевизор. То есть к нему поступает электричество. И формально говоря, включается свет. То есть с одной стороны тьма, с другой стороны электрический ток, то есть свет. И когда вы включаете телевизор, он начинает играть разными красками. Вы видите разные образы, и все это складывается в какую-то картину. Теперь посмотрите на картинку с распиленным цветовым шаром и представьте все то, что я вам сейчас сказала. У нас была образная тьма с одной стороны и с другой стороны образный свет. Между ними целый спектр цветов, которые мы с вами видим своим глазом. С эзотерической точки зрения тьма и свет, как два дуальных мира, подобно символу инь-ян. Тьма – это сокрытое внутреннее, свет – это проявленное внешнее. И в то же самое время наоборот. Одно зеркалит другое. Посмотрите на свой глаз. Внутри глаза у вас черный зрачок. За этим черным зрачком находится ваша душа, которая смотрит на этот мир при помощи света, который позволяет видеть материальный мир. Плотный, твердый мир, мир низких плотных вибраций. И вы видите его благодаря тому, что есть формальная тьма и формальный свет. И спектр между ними позволяет нам все это видеть. Живой человек объединяет в себе эти два мира, находясь своим сознанием между этими двумя мирами. Каждый из вас слышал фразу, что мир – это зеркало. Смотрите, я предполагаю, что само вот это зеркало мира находится у нас в глазу. Почему так? Вспоминаем пример про душу, которая одела костюм виртуальной реальности. Этот костюм позволяет нашей душе испытывать определенные ощущения. Вкусы, запахи, тактильные прикосновения. А видеть этот мир наша душа может при помощи глаз. То есть изнутри этого костюма на материальный мир через глаза смотрит ваша душа. Этот так называемый костюм доступен вашей душе, потому что ваша душа его и оживляет. Проще говоря, ваше тело живо, пока в нем есть душа. И ваша душа ходит, гуляет по этому миру в своем живом костюмчике и видит этот мир, созерцает его при помощи света. Свет отражается от всего, что здесь создано, и таким образом вы можете как бы ориентироваться в пространстве. Обратите внимание на форму нашего глаза. Она как бы выпуклая, не плоская. Именно эта форма глаза позволяет нам с вами ощущать себя не закрытыми в домике и смотрящими через окно куда-то там, а как будто бы немножечко участвовать в этом всем. И не оперируя различными научными терминами, еще раз посмотрите на глаз, и вы увидите как будто бы такое некое стекло выпуклое, через которое мы с вами смотрим изнутри своего костюмчика, скафандра, да, в этот наружный материальный внешний мир. По моему мнению, вот эта самая тонкая грань между внутренним и внешним миром, образно выделяемая диском на картинке с цветовым шаром, я и называю зеркалом. Таким прозрачным зеркалом, у которого есть обе стороны. Ваше физическое тело – это временная часть вас.
С каждой жизнью это тело меняется, но душа ваша остается прежней. Она лишь запоминает и накапливает опыт чувств, которые вы проживаете в каждой из своих жизней. И прямо сейчас вы все та же душа, которая уже много-много раз жила, меняла свои костюмчики виртуальной реальности, то есть меняла свои тела, по-разному выглядела, была разного пола, с разными какими-то чертами в зависимости от уровня вашего сознания, от уровня вашей осознанности в частности. И первичны именно ваши внутренние настройки. Посмотрите на следующие картинки. Вы можете увидеть, что на каждой из них есть нечто черно-белое. Шахматный пол или 7-я карта Таро, старший аркан Колесница. Вы видите черно-белых сфинксов. О чем это черно-белое? Чаще всего говорится о том, что человек делит мир на черное и белое, то есть на добро и зло, на хорошее и плохое, на хороших и плохих людей, на мужское и женское, на ты и я и так далее, и так далее. Но самое большое и самое глубокое деление-заблуждение заключается в том, что люди делят себя на внутренний и внешний мир. Кто-то считает, что мы только душа, а тело это вот какой-то баг. Или кто-то считает, что есть только материя, есть только тело, все, что я вижу, могу потрогать, все, что я могу логично доказать, вот это существует. А вот то, что вы объяснить не можете и доказать, этого не существует. И вот это самое деление и отображено на данных картинках как черное и белое. Пока человек, как живое существо, наделенное сознанием, делит этот мир на внутреннее и внешнее, на хорошее, плохое и так далее, это еще далеко от сути, и это еще даже не начало пути. Пути к ясному сознанию. И истинный вы находится там, в глубине ваших глаз. Истинный вы, то есть ваша вечная душа. Но ваша духовная часть вас невозможно без вашей материальной, физической части. То есть, если бы мы с вами не воплощались в этом материальном мире, мы бы не смогли наработать столько опыта наших чувств, нашей души, ведь именно так прокачивается наше с вами сознание. Первостепенная эзотерическая задача – понять, что наш внутренний и внешний мир неразделимы. То есть, ваша душа срослась с вашим телом, и это и есть вы. И внутренний, и внешний. Одно без другого невозможно. Этим пониманием управляет наше с вами сознание. И пока это сознание живет внутри материи, сугубо внутри материи, когда человек считает себя только частичкой материального мира, что мы живем один раз, и после смерти ничего не происходит, и все, ты уходишь, ты пришел из ниоткуда и уходишь в никуда, это еще очень далеко от истины. Когда проявленный человек, то есть человек, да, обладающий телом, живой человек, когда он будет осознавать, что он есть чистое сознание, которое на самом деле находится везде, и внутри, и внешне, и связано с высшими силами всегда, и находится в этой игре, в этой материальной реальности, только когда человек, сознание души, глубоко поймет эту истину, только в этот момент оно сможет создавать свою реальность в этом материальном мире. И только тогда оно будет реально ближе к истине. Только когда сознание находит баланс между некой дуальностью, вот только в этот момент вам может открыться ясновидение, яснослышание и прочее, прочее. Да, оно есть у всех. Но так, чтобы это работало, до этого нужно дойти своим сознанием. Поэтому кто-то из вас ясновидящий, а кто-то нет. Большинство нет. Так устроена эта игра. До этого нужно пройти много-много разных уровней, что и показано на черно-белой картинке справа. И вы видите перед собой на самом деле масонские картинки. И подумайте, что объединяет их с картами Таро Артура Уэйта, человека, чья колода Таро является самой популярной в мире. А объединяет эти картинки то, что главный на них – символизм. Кстати, если говорить о картах Таро, вы наверняка знаете, что их очень много разных видов. А на классическую колоду Уэйта часто наговаривают, что она недостаточно хороша с художественной точки зрения, недостаточно красива.
Поэтому появилось огромное количество других карт, которые красивы с художественной точки зрения, но совершенно не отражают того глубокого символического смысла, который заложен в каждой карте Таро Артура Уэйта. И один из самых важных символов на этой карте – это черное и белое, некая дуальность, в первую очередь нашего сознания, которая и создает нам определенные ментальные качели, но спешить с выводами не стоит. Двигаемся с вами дальше. Цвет. Что такое цвет? Это некая форма, в которой мы воспринимаем свет. Цвет зависит от разницы в частоте световой волны, то есть ее длине, так как у каждого цвета своя определенная частота, то есть своя определенная длина, своя определенная вибрация. Именно поэтому вы могли слышать, что чакры можно укреплять при помощи цвета. Этот способ действенный, но эффект от него маленький. Теперь давайте поговорим про глаза, которые непосредственно позволяют нам видеть с вами этот мир. И на этот счет у меня есть некое предположение. Каждый из вас слышал фразу, что случайности не случайны. Действительно, случайность – это слишком большая роскошь. И почему это так, я писала в своей статье на Дзен. Почитайте, если интересно. Так вот, я предполагаю, что цвет глаз у человека не является случайным. Возможно, цвет глаз отражает ту самую призму, то самое зеркало, некий фильтр, через который человек смотрит на свой персональный мир, на свою персональную реальность. Смотрит или должен посмотреть, должен чему-то научиться. Так, например, большинство людей в мире имеют карие оттенки глаз. Темные, красноватые, янтарные, что теоретически может соответствовать призме первой и второй чакры, в частности, первой и второй кастам. Желтые глаза или какие-то другие, но с желтыми вкраплениями встречаются достаточно редко, что может быть обосновано тем, что манипурных людей, которые соответствуют третьей чакре и третьей касте, их гораздо меньше, чем представителей первых двух каст. Чуть больше, чем желтоглазых, голубоглазых, сероглазых и синеглазых. Это призма пятой и шестой чакры. Однако, кстати, в России цвета эти встречаются достаточно часто. Это тоже очень интересный показатель. То есть, кратенько давайте уточним. Например, люди с карими, такими оранжевыми, янтарными глазами могут быть достаточно страстными, эмоциональными, живыми, активными. Однако, если это не так, то, скорее всего, такому человеку нужно научиться выражать свои эмоции, выражать свои чувства, стать более активным и более общительным. Или, к примеру, человек со светло-голубыми глазами. Это может быть человек, который находится в поиске больших смыслов. А также это человек, который должен быть на публике, который должен говорить. И в первую очередь искренне научиться выражать свои чувства, не молчать о них. Если вы слышали, есть такая версия, что люди со светло-голубыми глазами очень чувствительные. Так вот, это можно объяснить тем, что, переходя от уровня анахаты, чувств, к уровню вишудхи, когда человек уже говорит, человеку нужно проговаривать свои искренние ощущения. Такой человек, конечно же, будет чувствительным, потому что его душа все еще помнит тот уровень осознанности на анахате, то есть на уровне чувств, наполненность чувствами, а теперь ему нужно эти чувства научиться высказывать. И высказывать честно. И даже если у человека светло-голубые глаза, он может быть очень застенчивым, очень скованным, очень сдержанным. И его задача научиться этому и искренне говорить о том, что он чувствует. Напоминаю, что это лишь мое предположение, такая некая теория, тенденция, которую я заметила. Поэтому поделитесь, пожалуйста, в комментариях, какого цвета у вас глаза. О предыдущих чакрах я рассказывала уже на своем канале. Посмотрите и подумайте, через какую призму вы смотрите на этот мир. Какого цвета ваши глаза? Какой чакре они могут соответствовать? Перейдем с вами к следующим цветам глаз. По некоторым данным, зеленоглазые обладатели самых редких глаз в мире, что, опять же, теоретически может соответствовать четвертой сердечной чакре анахате. То есть это люди, у которых точка сборки находится на уровне сердца. То есть это чакра, на которой живет ваше сознание.
И у зеленоглазых они находятся на уровне анахаты. Однако существует еще два редких цвета – это розовый и фиолетовый. Так называемый розовый цвет встречается у альбиносов и формируется благодаря отсутствию в тканях глаз красящих пигментов. Глаз как бы бесцветный, серый, и за ним просвечиваются сосуды глаз, и таким образом получается розовый оттенок. Я предполагаю, что это может быть связано с тем, что это такой некий переход сознания между второй и четвертой чакрой, но это лишь мое предположение. И существует еще более редкий цвет глаз – это серые или синие глаза с очень выраженным фиолетовым оттенком. Он, наверное, самый редкий в мире, и по некоторым данным, таких людей в нашем мире не более 1000. Одним из ярких представителей фиолетового оттенка глаз была актриса Элизабет Тейлор. Как вы наверняка знаете, фиолетовому цвету соответствует 7-я чакра. И глобально 7-я чакра обладает наивысшим уровнем сознания, что неудивительно, что таких людей очень мало в этом мире. Ну а уровень аджны, как вы понимаете, это синие глаза. Интересный момент. Если люди не воспринимают какой-либо цвет, то почти в 100% случаев это связано с напряжением, заболеванием или травмой именно в той части тела, где находится чакра того же цвета. Приведу пример. Есть человек, который не различает зеленый цвет. Вероятно, у него есть какие-то проблемы с анахатой, сердечной чакрой. Возможно, в этой или прошлой жизни ему был нанесен определенный душевный удар, который понес за собой вот такие последствия, что человек теперь не различает зеленый цвет. Либо, например, случай, когда зеленый цвет был причастен к какой-то тяжелой ситуации. И когда мозг как бы заблокировал определенное событие в памяти, то померк и цвет. И это могло быть даже и в прошлой жизни. Теперь человек, например, дальтоник, который не различает тот самый зеленый цвет. Еще один интересный момент, связанный с цветом. Когда человек окружает себя определенным цветом, если человека сильно тянет к синему цвету, как показано на картинках, он все везде красит в синий цвет, у него синее пальто, синяя машина, синий телефон, это может говорить о том, что у человека есть некая бессознательная тяга к свойствам чакры аджны. То есть, возможно, ему не хватает этого свойства, и он бессознательно окружает себя вот этой вибрацией синего цвета, подпитывая свою интуицию таким образом. Либо может быть обратный эффект, когда человек постоянно заявляет о том, что ему очень не нравится какой-то цвет, вот прям бесит. Таким образом, человек может отрицать определенную чакру. Но работает это все так же, что человека же тянет к этому цвету, да, от противного, но тянет. Например, человека очень сильно бесит красный цвет. Что это может значить? Что у него есть какие-то серьезные проблемы с первой чакрой, которая отвечает за безопасность, за доверие, за отношения с родственниками и так далее, и так далее. Давайте немножко вернемся к свету и нашему зрению и видению. Мы видим все внешнее благодаря свету. Если у человека, например, недостаточно хорошее зрение, это может говорить о том, что на уровне психосоматики человек что-то не хочет видеть, да, то есть какую-то определенную реальность. И таким образом на уровне энергетики он немножко защищает себя, немножко так сжимая свою аджну, и зрение у человека может испортиться. Видение внешнего мира позволяет нам с вами видеть пространство, в котором мы находимся, да, и выбирать себе направление, куда мы можем двигаться. Однако, более глубокая фокусировка нашего внимания все же должна быть направлена на внутренний свет, то есть на нашу ясность сознания. Наше сознание максимально часто живет на нашем внутреннем экране. Что такое внутренний экран? Это то, что мы способны себе представить, вообразить. И этот внутренний экран включен у нас круглосуточно и даже с открытыми глазами, когда вы можете куда-то смотреть, но ваше внимание направлено внутрь себя, и вы это видите. Например, когда вы разговариваете с каким-то человеком, и вы понимаете, что он как бы задумался. То есть это видно, когда человек направляет свое внимание на свой внутренний экран, то есть туда, где у него рождаются какие-то картинки, образы. Именно на внутреннем экране живут наши иллюзии, мечты, переживания, наше воображение и ясновидение. И главная фишка заключается в том, что нам с вами нужно научиться выбирать только все самое лучшее, чего мы с вами хотим, и именно туда направлять свое внимание. Но вы же знаете, как это часто происходит, когда человек чаще всего говорит то, чего он не хочет, вместо того, чтобы сказать «я хочу того-то, того-то».
В различных не очень приятных ситуациях человек представляет себе что? Что-то плохое. Так устроен наш мозг, который подпитывается различными переживаниями. И он сразу начинает воображать себе худший вариант развития событий. Но ведь мы же можем с вами надеяться на лучшее, представлять себе лучший исход событий. И на самом деле именно от этого очень сильно зависит наше с вами будущее. Итак, где находится наше внимание, туда мы направляем с вами энергию. Чем чаще мы направляем куда-то свое внимание в определенную точку, тем мощнее становится заряд. И именно таким образом работает материализация мыслей и создание нашего будущего. Потому что вы раз себе картинку какую-то в голове нарисовали, 2, 3, в итоге оно сбывается, а человек говорит: я же говорила, что будет вот так. Это произошло не просто потому что, вы такой молодец и предсказали это событие, а потому что вы как раз-таки направляли туда постоянно свое внимание, а потом это сбылось вследствие вашего направления внимания, и вы получаете такие результаты. То есть, где внимание, там и энергия. И именно таким образом создается будущее. Как я уже сказала ранее, наш с вами внутренний экран непосредственно связан с образами, которые мы как бы видим внутри себя, думаем образами. Это наше воображение. Воображение часто переносит нас в миры, которых никогда не существовало, но без него мы бы вообще никуда не сдвинулись. Карл Саган, американский астроном и астрофизик. Что это значит? Воображение – это же отчасти тоже иллюзия. И как раз-таки наше с вами воображение позволяет нам строить нашу жизнь и наше будущее. А теперь подумайте, что вы можете себе вообразить, представить. Все, о чем вы подумаете, вы можете себе вообразить. Соответственно, на самом деле все возможно. Даже невозможное возможно. Привет Диме Билану. Воображение – это картинки, которые мы с вами видим на своем внутреннем экране, даже с открытыми глазами. Наше с вами воображение одинаково легко себе может что-то представить, вспомнить прошлое или нарисовать будущее. Почему так происходит? Потому что аджна – это другой уровень восприятия. Это уже тонкий план, тонкая реальность, в которой нету понятия пространства и времени. Аджна преодолевает время и пространство. Каким образом это проявляется, мы с вами разберем чуть позже. В нашем материальном мире мы с вами живем в линейном времени. Здесь есть и прошлое, и настоящее, и будущее. Но для вашей головы этих рамок нет. Именно таким образом работает наша аджна. Для нее не существует ни времени, ни пространства. Вы что-то, например, вспомнили, и вас откинуло назад. И в вашей голове, на вашем внутреннем экране, воображение рисует эти картинки воспоминаний так, как будто бы это происходит сейчас. То есть вы как бы прокручиваете это воспоминание в голове. Вы снова рисуете эти образы того, что уже когда-то было, что вы вспомнили. Потому что наша аджна позволяет нам переместиться в любую точку. Она не имеет никаких ограничений. Не имеет и не должна иметь никаких ограничений, потому что аджна – она не только воспринимает реальность, как многие думают, но и создает ее. Как я уже приводила пример ранее, когда человек думает о чем-то постоянно, например, о чем-то плохом, как это часто бывает, и он почему-то убежден, что так и случится, потом это происходит, а человек думает: так вот, я же говорил, что так и будет. На самом деле все это дело работает наоборот. Не произошло, и вы как бы подчеркиваете, вы такой провидец, молодец, что это случилось, а наоборот, вы это проецировали, и оно случилось. Таким образом, каждый из нас создает свою персональную реальность. То, что вы создаете, каким образом происходит ваша персональная реальность, зависит от уровня вашего сознания, от нашего видения. Мы все с вами чаще пребываем именно в нашем внутреннем экране. Он синхронизирован со всеми нашими чувствами, то есть со всем, что внутри, как нам отзывается все, что снаружи, и вот это вот все внутреннее мы с вами воспринимаем больше и чаще, чем внешний мир. Например, когда у вас в голове очень много мыслей, даже если вы сидите в тишине, вам кажется, что как-то очень шумно. И вот это все, что находится на вашем внутреннем экране, оно первостепенно. То, о чем вы постоянно, регулярно думаете. И это влияет на ваш внешний экран, то, что вы видите снаружи проявленной материальной реальности. И главное, что должен быть баланс между внутренним и внешним. Это, например, про момент быть здесь и сейчас. Когда вы на какой-то период времени отключаете вашу внутреннюю болтовню, кучу мыслей, еще что-то, и просто фиксируете себя в моменте здесь и сейчас.
Я, например, в такие моменты всегда выдергиваю себя изнутри и смотрю, сколько время, для того, чтобы понять, ага, как пространство сейчас со мной разговаривает, что оно мне говорит. Ну и время, кстати, я вижу часто красивое, как говорят, да, там 12:12, 11:11, 14:14. У меня еще так часто бывает, что любой час и 44 минуты. Очень часто. Поделитесь в комментариях, происходит ли так у вас. Часто ли вы видите на часах красивое время? Или, может быть, какие цифры преследуют вас? Друзья, доступ к полной версии видео вы можете получить в Telegram. Содержание, продолжение видео вы видите на своих экранах. Впереди очень много интересного. Я все разложила по полочкам. Продолжительность полного видео 130 минут, то есть 2 часа и 10 минут. Вы также можете приобрести ее, как и методички о других чакрах. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мои каналы. Обнимаю, Таня.